Добрый день, мои рисующие друзья! С вами Юля Сайфон. Я художница. Нашла у себя этюд, вот этот синенький. А еще чудесно, что нашла у себя процесс, как я писала этот этюд. Таким образом, получится сегодня полноценное видео с тем, что я делала год или два назад, и с тем, что я сейчас вам покажу. Для того, чтобы объяснить, что происходит в этой маленькой работе, мне понадобится выкрасить таким разбеленным ультрамарином небольшую часть листа. В этом я буду показывать вам, какими материалами, цветами я сверху работала. Это гуашь из магазина Икеа. Я ее пользую для таких простых вещей, как небольшие эскизы. Это вообще всегда большой вопрос, иметь хорошие материалы, иметь дешевые материалы. Для меня разницы большой нет, потому что я нахожу применение всему, в зависимости от ситуации. Здесь нужна подложка. Я беру простую, самую простую гуашь. Этот лист следовало бы разрезать на 4 части, чтобы вас не путать, потому что здесь другие работы. Но сзади у меня там собака, было жалко резать посередине. Итак, что мне здесь понадобилось для воплощения этой синей идеи? Проверяю лист, что он высох ладонью. Если он не холодный, температура листа, значит он готов. Еще одна такая полупрозрачная гуашь, более холодного оттенка. Все краски наношу без лишней воды, прямо из банки, чтобы не размазать предыдущий слой. Он же водорастворимый, чтобы он не поднялся наверх. Зеленый холодный мне здесь понадобится. Это веридоновая. Раз то, о чем я говорила, добавила чуть-чуть воды, и нижний слой стал замешиваться с последующим. Следите, чтобы воды было меньше на кисти, когда пишете сверху гуаши. Небо я писала серым, светло-серым. Можно использовать гуашь. В этой работе можно брать мелки, как вам нравится. Я пользую то и то. В моей записи мелки. Вот, к примеру, такой серый, он поплотнее, чем тот, что в работе. Посмотрите, как он сейчас кажется теплым на холодном низу. У меня есть желтый разбеленный. Вот посмотрите, как он работает на синем. Это вот на горизонте у меня в пейзаже такой желтоватый. Я его рисовала мелками. И вот эти полоски света на переднем плане тоже. Карандаши. Все тоже в том же пределе. Чувствую, что нужно сегодня показать еще на цветовом круге, как это выглядит. Давайте сейчас с карандашами разберемся. Все в пределах синего. В данный момент сине-фиолетовое, голубое в таком ключе для кроны деревьев. И зеленые, холодный и теплый. Можно ограничиться только холодным. На переднем плане стволы деревьев я рисую красным, холодным, тот, что ближе к бордовому. Берите красные, которые ближе к фиолетовым. Такой разбеленный изумрудный, веридоновый зеленый, еще жаде его называют, то есть
холодный зеленый в разбеленном виде в карандаше. Продемонстрирую эти цвета у меня в мелке No Color 2. Их я использую в своей работе. Вы же поступаете, как вам удобно. Можно взять и масляную пастель было бы, можно было бы взять даже сухую пастель. Это на ваше усмотрение. На цветовом круге аналоговая цветовая гармония у нас есть от зеленого к фиолетовому. Вот этот участок. Все это вместе замешано. У меня есть серый, это нейтральный цвет. А синим мы его видим теплым. Напротив холодных у нас есть теплые. Нежно-желтый работает как контраст, но не явный, потому что он разбелен. Для того, чтобы информация у вас была наиболее полной, я покажу вам на черно-белом эскизе, как это выглядит в работе. Подготовительный эскиз можно делать в любом материале, который вам удобно. Посмотрим, что является здесь общим. Это деревья на заднем и переднем плане. Небо остается отдельным. Ближе к линии горизонта небо высветляется. Эти замечательные полоски света, они примерно по тону как небо. Еще немного смягчаю эту разницу между задним планом и небом, дабы подчеркнуть воздушную перспективу. Ну и просветы между ветвями деревьев. Перехожу непосредственно к процессу. Намечаю карандашом по рисунку, отделяю крону деревьев от неба. Голубым и зеленым пишу крону деревьев и землю. Так, где должны быть полоски света, я оставляю, но по сути можно было без этого обойтись, забить все этим синим или голубым, или зеленым, как вам нравится, а потом уже сверху гуашью или мелками. Тенистые кисти, когда мы используем гуашь, они дают дополнительную фактуру. Я это люблю на маленьких форматах особенно. От этапа к этапу просушиваю феном, для того, чтобы потом карандаш или мелок не увязли в мокром красочном слое. Один из самых удобных инструментов, которыми мы рисуем, это наши пальцы. Ими всегда можно что-то растереть, смягчить. Для тех, кому это неприятно, всегда можно взять кусочек тряпки. Полоски света, небольшие пробелы между ветвями деревьев тоже смягчаю пальцем везде, где только можно. У меня это непроизвольно, кстати сказать. Далее я штрихую крону деревьев. Тут куда мне хочется, туда и растут ветви. И по росту ветвей я придумываю штриховку. Штрихую стволы и немного землю под стволами бордовым, коричневым, любым теплым, который вам нравится. В этой массе я немного делаю порядок. Мягче списываю то, что идет к линии горизонта, зеленым карандашом. Желтым чуть касаюсь линии горизонта, навожу там порядок силуэтом. Пожалуй, на этом работа закончена.
У меня давно не было такого длинного видео с процессом. Обычно я быстрее, но хотелось вам немножечко дать больше информации о чем-то простом, что делается осознанно и поэтапно. Если вам понравился этот процесс, у меня на канале есть еще. Буду рада вашим комментариям, лайкам и подпискам. До встречи!